Существует множество вариантов вязания носков. Я предлагаю сделать это классическим способом. На канале уже есть аналогичный ролик, где представлены детские носочки и предложены расчеты петель для других размеров. Но зрители пожелали увидеть каждый вариант по отдельности. По вашим просьбам свяжем носки на 48 петлях пряжей средней толщины. Мы уже знаем, что пряжей средней толщины считается та, что находится в диапазоне от 200 до 250 метров в 100 граммах мотка. Используя такую нить, для детских носочков, исходя из опыта, я набираю 36 петель, для женских 48, а для мужских 56. Разумеется, могут быть нюансы, но в основном эта схема работает безотказно. Главное условие, чтобы количество петель было четным. Начало вязания голенище, его мы выполним резинкой 2 на 2, все остальное чулочной вязкой. При желании в резиночку несколькими рядами можно запустить нить контрастного цвета и, создавая ансамбль, выполнить полосу орнамента в полотне следочка. Закрытие сделаем в 4 местах с 4 спиц, в общем свяжем классические носки. С набором и вывязыванием петель можно ознакомиться в ролике «Как вязать спицами классическим способом», указанном в подсказке в верхней части экрана. Носки вяжут при помощи 5 чулочных спиц одинакового диаметра со свободными концами с обеих сторон. Чтобы подобрать спицы под пряжу, сложим нить вдвое и слегка скрутив ее в жгутик, сравним со спицей. Они должны быть примерно одинаковы. По умолчанию спицы должны быть в 1,5-2 раза толще одинарной нити для вязания. Начинаем работу с голенища. Отмерим кончик свободной нити, необходимой для набора петель. Можно измерить окружность ноги в предполагаемом месте окончания высоты голенища и добавить к этому отрезку 2-3 длины. Для носков, как и для варежек, я отмеряю примерную длину, зажав кончик нити в ладони и оборачивая запястье 4 раза. На 2 спицы из 5, сложенные вместе, набираем 48 петель, ориентировочно для женских носочков. Если ваша пряжа толще, этого количества может быть достаточно и для мужских. Кроме того, у каждой мастерицы свой почерк и плотность вязания, что тоже влияет на результат. Извлекаем одну спицу из набора, распределяем на 4 спицы по 12 петель, располагая их перпендикулярно относительно друг друга. Первая, вторая, третья, четвертая. Соединяем начало и конец, переворачиваем. Визуально это выглядит как квадрат. Пятой спицей провяжем резинкой 2 на 2 под спирали в одном направлении нужное количество круговых рядов. Вязание происходит с наружной стороны, внутренняя часть считается изнаночной. Хвостик, оставшийся от набора, присоединив к рабочей нити, ввязываем в полотно на несколько петель. Мне удобнее начинать изнаночными петлями, вы можете сделать это лицевыми, результат будет тот же. 2 изнаночные, 1, 2, 2 лицевые, 1, 2. Изнаночные петли я вывязываю, накидывая рабочую нить на спицу перед петлей, лицевые от передней стенки, то есть заводя спицу слева. Я практикую классическое вязание, поэтому все приемы и переходы будут согласованы с ним. Чередуя 2 изнаночные и 2 лицевые, провяжем петли первой стороны. Последние на этой спице у меня получаются 2 лицевые. Перейдем на вторую, продолжая чередование, начнем с 2 изнаночных петель. 2 изнаночные, затем 2 лицевые, 1, 2 и снова 2 изнаночные. Продолжим чередование, заканчивая вторую спицу 2 лицевыми петлями. Перейдя на третью спицу, начнем с изнаночных. 1, 2, 2 лицевые, 1, 2. Провязав петли со всех 4 спиц, мы закончили первый круговой ряд. Следующие круговые ряды будем выполнять по спирали резинкой 2 на 2 в одном направлении по рисунку, над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. 2 изнаночные, 1, 2, 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные, 2 лицевые и так дальше. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Каждый круг провязанных петель со всех 4 спиц составляет один ряд. Для наглядности место соединения начала и конца кругового ряда отметим маркером.
Один носок уже связан, мы выполняем второй по образу и подобию. Здесь после вывязывания 5 круговых рядов нитью контрастного цвета добавлены 3 полосы высотой в 2 ряда каждая. Они перемежаются двумя полосами, выполненными основной нитью, тоже состоящими из 2 рядов. Вы можете украсить свое изделие иначе. Итак, провязав 5 круговых рядов, присоединяем ниточку другой расцветки, накинув ее на указательный палец левой руки кончиком вниз. Кончик при этом должен быть не менее 5 см. Нить основного вязания не обрезаем, оставляя ее с изнаночной стороны внутри трубы. Провязываем первую петлю новой нитью, объединяем кончик и рабочую нить вместе, продолжаем вязать по рисунку обеими. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Когда двойная нить закончится, продолжим одинарной. Выполним 2 ряда коричневой нитью. Закончив первый ряд, плавно переходим на второй, игнорируя основную нить. Провязываем еще один ряд этой же нитью. Следующие 2 ряда нужно провязать нитью основного зеленого цвета. Не обрезая, оставляем коричневую нить позади вязания, не перекрещивая, подхватываем основную и продолжаем выполнение резинки 2 на 2, чередуя 2 изнаночные и 2 лицевые петли. Провязав 2 ряда, снова поменяем нить, не перекрещивая с прежней и не обрезая. Вязка резинкой с обеих сторон выглядит одинаково. Приемом 2 ряда через 2 дополним голенище 3 полосками. Закончив третью полосу, теоретически мы должны коричневую ниточку обрезать, чтобы не мешало, но практически не будем спешить это делать. Чтобы наше вязание было аккуратным, без торчащих кончиков, провяжем начало ряда на несколько петель нитями 2 цветов. Это не нанесет урон внешнему виду изделия, зато обеспечит надежную маскировку кончика обрезанной нити в вязании. Сохраняя рисунок, провяжем петельки с первой спицы 2 нитями. Затем нить второго плана можно смело обрезать, что называется под корешок. Продолжим выполнение голенища резинкой 2 на 2 на нужную высоту. В этом носке после контрастной полосы провязано 15 круговых рядов. Закончив последний ряд резинки, вывяжем пяточку. Для этого провяжем лицевыми петли 2 следующих спиц, объединив их на одной. Провязываем лицевыми петли с первой спицы по порядку, затем со следующей. Последнюю петлю тоже провяжем лицевой от передней стенки. Петли 2 спиц оказались на одной провязанными лицевыми. Это ровно половина нашего вязания. Некоторое время будем вязать туда и обратно только петельки этого фрагмента чулочной вязкой. С лицевой стороны лицевыми, с изнаночной изнаночными. 2 спицы, поддерживающие резинку, задействованы не будут. Одна спица временно оказалась свободной, но она нам еще пригодится. Так как мы переходим в плоскостное вязание, то по умолчанию первую петлю каждого ряда снимаем не провязывая, последнюю провязываем лицевой. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем от задней стенки, нить за работой. Перед нами изнаночный ряд. Провяжем его изнаночными петлями, но последнюю петлю ряда лицевой. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем не провязывая, весь ряд лицевой. Последнюю петлю каждого ряда, как лицевого, так и изнаночного, будем провязывать лицевой. Вывяжем таким образом ровное полотно на высоту 12 рядов. По закону жанра это количество равно количеству петель на каждой из 4 спиц при вывязывании голенища. Мы выполнили заднюю часть пятки. Получился такой прямоугольничек, вывязанный чулочной вязкой, с лицевой стороны лицевые петли, с изнаночной изнаночные. Приступим к закруглению пятки способом убавлений в 2 местах. Для этого нам нужно разделить эти 24 петли на 3 относительно равные части. Сначала вычтем из этого числа 4 петли убавлений 2 раза по 2 петли. 24 минус 4 равно 20. 20 разделить на 3 получается 6,66. Получается примерно по 6 петель, но средняя часть приоритетно шире, и это правильно. Важным условием при расчете убавлений пятки является четное количество петель слева и справа от убавлений. В противном случае последний ряд вывязывания пятки уведет нас в противоположную сторону относительно направления вязания. При выполнении закругления середина пятки остается неизменной. Убавления происходят за счет петелек боковых частей. Провязываем первый ряд закругления. Первую петлю снимаем, провязываем лицевыми. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая,
а 7 со следующей провязываем 2 вместе лицевой от передней стенки. Правое убавление укладывается органично. Провязываем 8 петель средней части пятки, следующие 2 провяжем 2 вместе лицевой. Для того, чтобы петельки левого убавления легли ровно, одну петлю снимаем, не провязывая от передней стенки, вторую провяжем лицевой от передней стенки и протянем через снятую. Затем последняя часть пяточки, состоящая из 6 лицевых петель, включая кромочную. Мы провязали первый ряд убавлений, продолжим закругление пятки. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, 4 изнаночные, а дальше идет убавление. Для того, чтобы оно получилось органичным с лицевой стороны и петельки средней части пяточки легли ровно, нужно захватить обе петли, заведя спицу с лицевой стороны и провязать 2 вместе изнаночной. Затем 8 изнаночных и снова убавление. С этой стороны убавление ложится правильно, провязываем 2 вместе изнаночной, как обычно. Дальше 4 изнаночные и 1 лицевая кромочная. Поворачиваем вязание, первую петлю снимаем, три лицевые, 2 вместе лицевой, 8 лицевых средней неизменной части пятки. Для гармоничного убавления с этой стороны вывязывания пяточки мы снова снимем одну петлю, не провязывая, следующую провяжем лицевой и протянем полученную петлю через снятую. Затем 3 лицевые и 1 лицевая кромочная. Поворачиваем вязание, первую петлю снимаем, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной, заводя спицу с лицевой стороны. Восемь изнаночных, 2 вместе изнаночной, 2 изнаночные, 1 лицевая кромочная. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 8 лицевых, 2 вместе лицевой со снятой петлей, 1 лицевая, 1 лицевая кромочная. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, 2 вместе изнаночной, заводя спицу с лицевой стороны. Восемь изнаночных, 2 вместе изнаночной, 1 лицевая кромочная. Поворачиваем вязание, мы вышли на финишную прямую. Провязав последний ряд убавлений, закончим вывязывание пятки и продолжим носок. В начале ряда провязываем 2 вместе лицевой, забирая кромочную. 8 лицевых, 2 вместе лицевой. Одну петлю снимаем, кромочную провязываем и протягиваем через снятую. Все, пяточка сформирована. Получилась красивая и ровная. По краям пятки с обеих сторон в результате поворотных рядов образовались зубчики. Свободной спицей поднимем эти зубчики в виде петелек сначала со стороны по направлению вязания, и захватим одну протяжку из промежутка между спицами, чтобы не образовалось отверстие при повороте. Начнем провязывать набранные петли лицевыми от задней стенки сразу после пяточки той же спицей. Если вязать эти петли, как полагается, от передней стенки, то получатся большие отверстия, что нам не нужно. Заводя спицу справа, провяжем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 последние, набранную петлю и протяжку провяжем 2 вместе лицевой.
Провязываем лицевыми 12 петель со следующей спицы. В дальнейшем будем вязать только лицевыми, делая убавление справа и слева от пятки в месте перехода с одной спицы на другую. На следующей спице тоже 12 петель. Провязываем 11 лицевых, а последнюю 12-ю переснимем не провязанные на правую спицу. Поднимаем ближнюю протяжку, переснимаем петельку от передней стенки. Провязываем протяжку лицевой и протягиваем полученную петлю через снятую. Мы провязали 2 вместе лицевой с наклоном влево. На правой спице 12 петель. Поднимаем петельки края четвертой стороны на свободную спицу 8 зубчиков и перемещаем на нее половину петель пятки 5 петель. Если вы хотите поднять 9 петелек, как на противоположной стороне, ошибкой не будет. Провязываем зубчики на левой стороне пятки, как и на правой, лицевыми. Выполнив таким образом 8 петель, 5 петель пятки вывяжем обычным способом от передней стенки, заводя спицу слева. Теперь, когда наше вязание снова расположилось на 4 спицах, продолжим вязание по кругу лицевыми, постепенно сокращая количество петель в 2 местах справа и слева от пятки до тех пор, пока на спицах не окажется снова по 12 петель. На данном этапе будем вести подсчет, начиная от середины пятки. Продолжаем вязать лицевыми петлями от передней стенки, считая петли. Выполнив обычным способом 13 петель с первой спицы, последнюю переместим на вторую, как она лежит. Провязываем со следующей петлей 2 вместе лицевой, получилось убавление. Это первая петля на данной спице. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11, 12. Всего 12 петель. При переходе на вторую спицу в верхней части носка убавления не делаем. Провязываем 11 лицевых, переснимаем последнюю петлю от передней стенки, провязываем лицевой первую петлю со следующей спицы, протягиваем через снятую. Получилось убавление. На правой третьей спице, как и было, 12 петель. Провязываем, считая петельки четвертой спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. С этой стороны больше убавления делать не будем. Укомплектовываем следующую спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 петлю отправляем на следующую спицу, чтобы провязать в начале 2 вместе лицевой. На этой спице тоже 12 петель. На спице, что следует за ней, тоже 12 петель, и на четвертой тоже. На каждой спице из 4 по 12 петелек. Если вы хотите носочки поуже, сделайте еще убавление. Единственным условием будет одинаковое количество петель на спицах к завершению вязания, иначе убавления не будут симметричны. Дальше будем вязать носочек по кругу лицевыми этой же нитью до орнамента. На связанном носке этот интервал равняется 11 рядам. Затем выполним 2 ряда коричневой нитью, 1 зеленой и 1 коричневой. Основную нить не обрезаем. Начнем от середины пятки. Оставив хвостик, присоединяем контрастную нить и провязываем первую петлю. Объединяем кончик и рабочую нить вместе, провязываем 2 ряда нитью коричневого цвета. Затем коричневую нить отводим за работой назад вправо и подхватываем, не перекрещивая, зеленую. Провязываем 1 круговой ряд. Поменяв нити, выполним 1 ряд нитью контрастного цвета и еще 1 основной. Приступим к выполнению орнамента. Вязать будем таким несложным рисунком. В первом ряду орнамента чередуется такой раппорт. 1 петля коричневая, 1 зеленая, 1 коричневая и 3 зеленые. Меняя нити за работой, провязываем, повторяя раппорт. 1 коричневая, 1 зеленая, 1 коричневая, 3 зеленые.
Следим, чтобы натяжение нитей позади полотна было органичным. Вяжем не стягивая, но и не очень слабо. Одна коричневая, одна зеленая, одна коричневая, 3 зеленые. Ниточки нужно менять, подхватывая то сверху, то снизу, чтобы они сильно не перекручивались, усложняя работу. Переходим на вторую спицу и продолжаем с того места, где остановились. По приятному стечению обстоятельств, повторяющийся фрагмент данного рисунка состоит из 6 петель и укладывается по 2 раза на каждую из 4 спиц. Одна коричневая, одна зеленая, одна коричневая, 3 зеленые. Еще раз. Одна коричневая, одна зеленая, одна коричневая, 3 зеленые. Поэтому петли с каждой спицы начинаем провязывать с первой петли раппорта. Мы провязали первый круговой ряд орнамента. Читаем раппорт второго ряда. Одна зеленая, одна коричневая, 2 зеленые, одна коричневая, одна зеленая. По факту, повторяя раппорт, провязываем первую петлю зеленой нитью, затем чередуем одну коричневую и 2 зеленые. Одна зеленая, одна коричневая, 2 зеленые. Одна коричневая, 2 зеленые. Одна коричневая, 2 зеленые. Одна коричневая, 2 зеленые. Чередуя одну коричневую петлю и 2 зеленые, провяжем весь круговой ряд. Вот так у нас получается. В конце одна зеленая. Третий ряд орнамента выполняется так же, как первый. Одна коричневая, одна зеленая, одна коричневая, 3 зеленые. Выполняем. Одна коричневая, одна зеленая, одна коричневая, 3 зеленые. Одна коричневая, одна зеленая, одна коричневая, 3 зеленые. Провяжем таким образом петельки со всех 4 спиц. Мы вывязали такой нехитрый орнамент. Провяжем один ряд зеленой нитью, один ряд коричневой, еще один ряд зеленой и закончим рисунок 2 рядами коричневой пряжей. Если в дальнейшем нить контрастного цвета задействована не будет, перед тем как обрезать, объединим ее с основной нитью и провяжем несколько петель обеими нитями сразу. Это обеспечит надежную маскировку кончика нити в вязании. Нить контрастного цвета можно обрезать. Продолжим вывязывание носка лицевыми петлями на нужную длину. Примеряя, можно определить длину вывязывания носка до убавлений, преимущественно ориентируясь на мизинец ноги. Если недовязанный носок закрыл мизинчик, то можно делать убавление. А если возникла необходимость изделие немного заузить, то лучше сделать это в первом ряду после орнамента, провязав в конце каждой спицы по 2 вместе лицевой. Ориентируясь по готовому носку, провяжем 18 круговых рядов лицевыми петлями до убавлений. Закрывать носочек будем приемом убавлений в 4 местах. Провязываем петельки с первой спицы, кроме последней. Перекидываем ее на следующую спицу и провязываем 2 вместе лицевой. Продолжаем вывязывать лицевые петли до конца этой спицы, а последнюю петлю не провязанной перемещаем на следующую спицу и провязываем 2 вместе лицевой с первой петлей. Таким образом поступаем с петельками на каждой спице, провязывая по спирали. С каждым рядом их количество будет уменьшаться на 4. И так продолжаем до тех пор, пока на спицах не окажется минимальное количество петель, удобных для закрытия. Обычно это 3 или 2 петельки. Провязываем их вместе. Протягиваем нить через финальную петлю. Обрезаем. При помощи крючка уводим кончик на изнаночную сторону. Там его закрепляем и маскируем в полотно.
Все торчащие хвостики смело обрезаем, так как они прочно ввязаны в изделие. Получились классические носочки.